Меня зовут Джанди, у меня, конечно, как у всех, есть и русское имя Лида. Я училась в России, в городе Иркутске, и живу сейчас в городе Харбине. Я работаю в туристической компании и сама директор туркомпании, и также как директор Центра российско-китайского образовательных инициатив. Занимаюсь обменом культуры между Россией и Китаем. Люблю русскую культуру, люблю русский язык, люблю Россию. Когда я училась в школе, и в этой школе есть несколько групп, как раз меня записали в эту группу. Я просто думала, если так получилось, наверное, это судьба, что я должна учиться русском, а не английском. Всего две группы у нас в школе, и меня туда записали. Я и начала учиться, и мне сразу понравился этот русский язык, русская литература. И потом уже, когда училась в университете, в Хрунданском, 1 год училась в Хрунданском университете, и у меня была такая возможность, что у меня есть очень хороший педагог. И я у нее посоветовала. И она мне сказала, что если у тебя есть интересы именно в будущее заниматься русским языком, то лучше уже, когда ты учишься в университете, есть такая возможность, если родители тебя поддерживают, то уже в России лучше несколько лет учи и живи, и тогда у тебя будет совсем другой русский язык. Потому что если ты хочешь хорошо знать русский язык, обязательно жить в этой стране. После окончания университета я в России сначала работала. Я работала везде в России, я очень много работала. Потом я вернулась в Китай. Я нашла себе такую работу, международная торговля и международные отношения. Мне скучно было здесь работать, хотя все так работают. Я решила после обеда не погулять, а искать другую работу. Я по пути как раз встретилась с одноклассником. Мы вместе учились в Иркутске. Я спрашиваю у нее, куда ты пойдешь? Она говорит, я пойду сдам экзамен. Я говорю, какой экзамен? Говорит, я сдам экзамен на лицензию туризма. Я говорю, что такое лицензия туризма? Говорит, это можно получить такую лицензию и везде в Китае, в мире путешествовать бесплатно. Я говорю, это очень хорошая лицензия. А можно я пойду с тобой вместе сдам этот экзамен? Она говорит, тебе-то зачем? У тебя же хорошая работа. Я говорю, у меня хорошая работа, но там мало работы и скучно мне там сидеть. Поэтому давай я пойду с вами. Я сдам экзамен. Поэтому я пошла с ней, училась, сдавала экзамен и получила лицензию. То есть я получила лицензию, я вообще не работала в туризме, я получила лицензию. Сначала это была дополнительная работа, а потом я уже увольнялась из той работы и осталась работать в туризме. Я была в России в разных городах. Была в Москве, Питере, Красноярске, Новосибирске, где только не было. Первоначально я водила китайских туристов в России, потому что Китай и Россия – это очень дружные страны. И в последние годы китайцы стали очень много ездить в Россию, в разные города. Самые, конечно, популярные это маршруты, туристические маршруты – это Москва, Питер, Иркутск, Владивосток, вот такие города. У нас очень часто такой, называется языковой лагерь. Это русские дети, которые сюда приедут в Китай изучать китайский язык. Потому что сейчас очень много русских, они с детства, со школы, они изучают русский язык. Им надо практика. Поэтому мы очень часто принимаем таких детей. Допустим, в этом году летом в Харбине мы принимали языковой лагерь из разных городов России. Дети сюда приезжают. Мы полдня, то есть урок вести, китайские педагоги совместно с русскими педагогами. Русские педагоги, они тоже китайским детям рассказывают русскую культуру. Это очень интересно. У нас очень частные такие совместные мероприятия. В 2018 году мы составили ассоциацию даудзовских учреждений России и Китая.
вошли в эту ассоциацию около 40 школ из разных городов из России и также из разных городов в Китае. И ежегодно проходите совместные мероприятия по обмену культуры России и Китая. Допустим, в этом году мы отправили студентов и учеников и педагогов в Москве и Питере на 2 недели. Они в Москве, они были в 15-07 школе в Москве. Их очень хорошо принимали. Каждый день родители ваши, то есть из Москвы, родители детей забрали наших китайских детей домой. Они жили в семье, они не в отеле. Мы потом из Москвы поехали в Питер с китайскими детьми и педагогами. И проходили совместные мероприятия с Питера 376-я школа. И дети там тоже неделю учились, тоже жили в русской семье. Детям очень понравилось. То есть очень много таких совместных мероприятий именно по изучению языка. А почему наши дети очень заинтересованы русской культурой? Как вам сказать? Мы еще в детстве, когда в семье родители сразу нам рассказывают, что Россия – это соседняя страна, это друг Китая, и надо знать, язык, конечно, если не язык, то надо знать культуру, история этой страны обязательно, потому что это соседние страны. И наш город Харбин это соседний город с Россией, это Дальний Восток, как город Хабаровск, город Благовещенск, город Владивосток. То есть это очень близкие и очень много возможностей, когда ты владеешь русским языком. Когда ты владеешь русским языком, конечно, надо обязательно знать русскую культуру. Поэтому у нас в школе, когда дети учатся, уже у нас в городе Харбине есть такой закон. То есть комитет образования города Харбине сделал такой закон обязательно в каждом районе. Можно быть, не так говорить строго, да, но у нас в этом городе, если 7 или 8 школ, обязательно есть дети с нуля, со школы изучают русский язык. У нас в городе Харбине живут очень много русских. И некоторые русские, они замуж выходят за китайца. То есть это уже несколько, третье, четвертое поколение уже. Они уже долго живут, работают уже у нас в городе Харбине. Потому что история Харбина очень тесно связана с Россией. Потому что тогда, когда начали построить железную дорогу, это в 1898 году, если я не ошиблась, и сюда приехали очень много русских, чтобы построить эту дорогу, и из них очень много осталось жить в Харбине, в этом городе. И также сейчас очень многие русские студенты, они специально сюда приезжают в городе Харбине, они учатся, понравится нашему городу, потом остается работать, жить в нашем городе. У меня очень многие русские знакомые, которые в этом городе живут и работают. Я никогда не жалею, что я училась в России. Я считаю, что это очень правильное решение в моей жизни. Поэтому, если спрашиваю, какой совет я могу дать студентам или детям, то я хочу сказать, что если ты хочешь именно заниматься этой профессией, то это обязательно пожить в России хотя бы 2-3 года. Потому что просто в Китае ты не узнаешь настоящую Россию. Ты узнаешь Россию по учебнику или по компьютеру, по телевизору. Это совершенно другое. Это не факт, что это Россия. Поэтому, если ты хочешь своими глазами видеть, как российский народ живут, как они работают, как там дети учатся, обязательно жить в России, учиться в России.
Поэтому я говорю, я никогда не жалею, что у меня была такая возможность, я училась в России. Русская культура – удивительная сила. К ней с трепетом относятся свои и с большим интересом и любовью иностранцы. И это мы можем видеть на примере города Харбин. Вы только взгляните, это Софийский собор. Он не действующий и является памятником культуры. В настоящее время в нем находится архитектурный музей. Музей в соборе, на наш взгляд, прекрасное сочетание. Перейдем дальше. Знаменитый Арбат. Вообще, в Китае его называют Центральная улица. Арбат стал самой первой торгово-пешеходной улицей на территории материкового Китая 1 июня 1997 года. Так как в Харбине проживало очень много русских, то много названий продублировано на русском языке. На самом деле, сегодня к русской культуре это уже не имеет особого отношения. Да, там есть матрешки, русские сувениры, часто играет Катюша по всему Арбату, но в целом на этом все. Но есть одна интересная гостиница – Модерн. На ее балконе выступают музыканты и играют в основном русскую классику или русско-народную музыку. Внутри здания очень много исторических фотографий разных эпох. Можно встретить наших балерин, наших композиторов, снимки спектакля «Борис Годунов» и многое другое. Это место насыщено историческими фактами. Можно смело называть его «Музей эпох». И чувства он вызывает именно такие – эпохальные. На наш взгляд, Китай именно тот пример смешения культур, когда одна поглощает другую. Когда-то здесь было очень много русских и русских мест. Сейчас это больше фасад, но фасад, который глубоко проник в китайскую культуру и стал своим.